И всем привет! Это наша новая непостоянная рубрика «Крипта не для чайников». И я ее ведущий Смарт Контрактыч и мой коллега Эфирыч. Заставка. Что такое GameFi? Ну, это где-то на стыке между DeFi и GameFi. Я думаю, все из вас играли так или иначе в MMORPG или в какие-то, или в Lineage, допустим. Все фармили там голд, фармили шмот, торговали на аукционе и задумывались, как было бы классно, если бы это была, скажем так, не внутриигровая экономика, а она могла бы выходить куда-то за пределы этой игры, чтобы это можно было. Допустим, представляете, если WoW Gold'ом можно было бы торговать на криптовалютных биржах. То есть и так как бы существовала огромная серая экономика в игре, и персонажи типа эльфа-торговца, которого наверняка все помнят, который заработал гигантское состояние на перепродаже WoW Gold'а. Вот, и вообще, в принципе, все помнят, какая движуха была вокруг аукцион-хаусов в Вове. Это просто закономерное развитие игровой индустрии, которая сейчас сливается, мерджится с индустрией децентрализованных финансов, и вот эти, собственно, индустрия игровая, игровые миры. И появляются такие модели, как Play to Earn, допустим, которые, мне кажется, это достаточно органическое, логическое развитие того, что у нас было вообще, в принципе, в игровой индустрии. Да, при этом не стоит включать GameFi, казино и подобные сайты, потому что они туда по факту не относятся. GameFi появилась 8 лет назад. Почему популярность настигла проект только сейчас? 8 лет назад появился биткоин. GameFi, мне кажется, появляется только сейчас в его текущем виде, потому что для того, чтобы появился GameFi, было необходимо развитие криптовалютной технологии блокчейна, на котором это все строится. Да, 8 лет назад какие у нас были возможности с биткоином? Можно было купить за криптовалюту монеток, в игре их все спустить и получить на этом удовольствие. GameFi же сейчас дает возможность появиться обратному процессу. Монетки, заработанные в игре непосильным трудом, можно вывести на биржу, продать, получить за них реальный фиат, пойти на этот фиат, купить себе пиваса, взять его и продолжить играть. Ну, либо для каких-то, скажем так, развивающихся экономик, давайте назовем это так, типа Филиппин, это становится для людей реальная альтернатива и спасением. Люди могут зарабатывать вменяемые деньги, там, ну, давайте скажем, это там от 500 до 1000 долларов в месяц и жить на эти деньги. И, собственно, на Филиппинах даже токен Axie Infinity используется как средство расчета для людей на базарах. Вот, собственно, и то смерживание, то скрещивание как раз и игровой вот этой экономики, и экономики реальной, вот оно, мы уже его видим, собственно. При этом в апреле на Филиппинах эти токены Axie Infinity стали настолько популярны, что местной налоговой пришлось вмешаться, потому что они вытесняли из оборота местами местные деньги. Коронавирус ударил и по Филиппинам тоже очень сильно, и люди, у которых просто не осталось средства заработка, не осталось туристов, они перешли в игры. Некоторые из них зарабатывали от 50 долларов в день, просто вот проводя время в игре. Ну, то есть, я думаю, что 50 долларов в день это неплохие деньги для там СНГшного региона, но представьте, что для Азии это тоже вполне себе достойные деньги, на которые можно прокормить свою семью. Поэтому вот мы видим применение в реальной жизни игровых механик и вот этих вот децентрализованных финансов. В общем, децентрализация в своем лучшем проявлении, скажем так. Free-to-play и Play-to-earn. В чем разница? Ну, я думаю, там все в определении отчасти ясно. Free-to-play — это условно-бесплатные игры, коих появилось сейчас великое множество, которые вы можете бесплатно скачать, но в которых большая часть контента доступна только донатерам. Соответственно, это создает вот этот вот, скажем, несправедливость и разницу между игроками, которые ничего не донатят, и они вынуждены вкладывать очень много времени в игру, и в людей, которые, собственно, донатят в эту игру, получают какое-то преимущество, и там, я не знаю, бегают, гангают игроков, которые не донатят, скажем так. Play to Earn — это как раз та
чудная возможность, которая появилась с GameFi. Это возможность играть в игру, выполнять какие-то полезные для сообщества игроков действия, то есть торговля на маркетплейсах внутренних, обработка, строительство, что-то в виртуальном мире, что увидят другие игроки, турниры, участие в турнирах и подобные действия, которые помогают экономике игры крутиться. И за это пользователи получают монетки, но после этого эти монетки они могут не только потратить в игре, а еще и тем или иным образом вывести и продать. А вывести и продать, собственно, там на дексах или на централизованных обменниках. Но сама технология позволяет, собственно, выходить этой внутриигровой экономики далеко за пределы самой игры. Ну и здесь, да, есть, грубо говоря, два типа токенов, наверное, которые вы можете фармить. Соответственно, взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые токены. В общем, fungible и non-fungible. Fungible в данном случае это внутриигровые валютки типа как SPL, по-моему, в Axie Infinity называется. В общем, вот этот... Love Potion. Да, Love Potion, в общем. Соответственно, есть NFT. NFT — это шмотки. То есть любая там, я не знаю, в том же Вове, вы помните, были там синие шмотки, фиолетовые шмотки, оранжевые шмотки. Соответственно, вот эти вот шмотки — это NFT, внутриигровой шмот с помощью NFT. Ну, вот, на самом деле там много применений всего этого. Там в играх типа Decentraland это NFT, это какой-то там клочок земли. Мы коснемся позже и метавселенных. В этих метавселенных NFT может быть и шмотом, и какими-то там условными виртуальными офисами. Вот такие внутриигровые предметы, их можно оцифровывать и делать из них NFT. Соответственно, есть фарминг вот этих вот внутриигровых валюток, которые можно продавать, и есть фарминг вот этих NFT, которые можно потом реселить внутри игры, на внутриигровых маркетплейсах, и за пределами игры, то, что позволяет, собственно, делать технология, скажем, блокчейн и крипто. То есть выходить и обменивать эти NFT-шки на каких-то сторонних маркетплейсах. Вот. Да, это создает определенную ценность у предметов. Теперь какой-нибудь топор, которым зарубили во время культового матча или турнира какого-то босса, и, например, игрок победил, этот топор уникален, у него есть свой ID, и за счет того, что вот именно этим самым виртуальным топором кого-то зарубили, он обретает особенную ценность в глазах игроков. Ну да, особенно как бы с бумом вот этих всех историй. Допустим, криптопанки или, допустим, Ape Club, в которых есть 10 тысяч аватаров, давайте назовем это так, картинок, у них есть какие-то параметры, и в соответствии по совокупности этих параметров какие-то более часто встречающиеся, какие-то менее часто встречающиеся, и это формирует их цену. Тут же драйвером цены или то, что создает вот эту вот ценность, это как раз потраченное людьми время. И это не на вот, то есть это было, опять-таки, мне просто очень нравится пример World of Warcraft, там тоже время, которое люди затрачивали на фарм золота или на фарм шмоток, это то, что определяло цену этих шмоток или там, ну, того, сколько это золото стоило по конвертационному курсу в реальную валюту фиатную, да. И здесь вот это то же самое, то есть в зависимости от того, сколько времени вы потратили, это и формирует его стоимость. Игрокам эти механики уже очень давно знакомы, они знают, чего стоят потраченные часы, они уже давно торговали в виртуальных маркетплейсах этими предметами уникальными, но теперь появилась возможность эти предметы реально вывести за пределы маркетплейса, хранить у себя где-нибудь на кошельке как память о своих свершениях в молодости, либо также продать. Скажем так, как полноценный цифровой предмет, потому что я уверен, что многие из вас, те, кто смотрит, вы там в свое время выбивали какие-то пушки в Lineage, продавали их там за какие-то доллары, да, то есть, ну, по крайней мере, это было среди моих друзей, и там были вещи, которые продавались и по 100, и по 200 долларов, и дети там, тогдашние дети могли делать какие-то там деньги на этом, там, 500 долларов в месяц, 1000 долларов в месяц, то здесь это, скажем так, полноценное развитие технологий, в которой вы можете продать этот предмет как полноценный цифровой предмет. Наконец-то. Алло. Как в GameFi можно заработать? Ну, мы уже частично проговорили про это и коснулись этой темы. Но самое основное — это фарминг вот этих вот внутриигровых utility валюток, скажем так, utility токенов, за которые происходят внутриигровые расчеты, либо за которые вы покупаете там какие-то стартер-паки, как в Axie Infinity, потому что для того, чтобы там начать играть, вам нужно купить какой-то, скажем так, пак персонажей своих первоначально. Это фарминг вот этих вот внутриигровых utility монеток, и это фарминг NFT предметов, которые вы впоследствии тоже можете продать на маркетплейсах или на внутриигровом аукционе. Зависит от того, что это за игра и какие там механики, соответственно. Общее правило — это изучить правила игры, хорошо играть и
таким образом выигрывать в ней. Ну, и да, и смотреть, наверное, в сторону каких-то, возможно, сложно сочиненных стратегий в этих внутриигровых, потому что, опять-таки, войти в игру иногда это тоже стоит денег, то есть здесь вы можете включать свою фантазию и применять какие-то уже сложные DeFi-стратегии. Допустим, иметь свой эфир, положить его в MakerDAO, выпустить под залог этого всего DAI, SAI, привязанные к доллару, пойти и купить себе там стартовый набор персонажей, выфармить свои там первые монетки, свои какие-то NFT-шки и, соответственно, допустим, вернуть вложенные деньги, не продавая при этом всем там свой эфир или свою какую-то крипту. Ну, здесь у кого насколько хватит, скажем так, воображалки. Да, это чем-то похоже на майнинг, только если биткоин у нас майнит асики и железо, да, то а здесь майнинг где... происходит живыми людьми, которые вкладывают часы, сотни часов, тысячи часов своего времени, чтобы получить вот эти вот ценные ресурсы. Ну да, в ликвидити майнинге я вкладываю там, в зависимости от того, на какие пулы там распределяется вознаграждение. Ну, в общем, ликвидность просто я вношу в проекты и за это получаю монетки. Здесь вот я вношу свое время, что тоже на самом деле время же это ценный ресурс. Пожалуй, самый ценный. Что нужно для регистрации? Хороший вопрос. Ну, это на самом деле зависит от игры, но, как правило, нужен Web3 кошелек, например, тот же MetaMask. Нужно, скорее всего, будет купить за криптовалюту токены этой игры на том блокчейне, на котором она крутится. Ранние GameFi проекты запускались на эфире, и мы помним, как те же криптокотята захватили полсети или даже больше, взвинтили комиссии до просто небес, потому что все хотели скрестить своих котят, готовы были платить сотни долларов просто за вот этот процесс объединения двух котят и рождения третьего, чтобы увидеть, ну что же у них там получится. То есть как однорукий бандит. Засовываешь два котенка, дергаешь ручку, платишь деньги. Возможно, выиграешь какого-то очень редкого третьего котенка, а возможно, проиграешь. Да. Либо это Мейн-кун, либо это просто Мурка. Да, ну и, соответственно, через вот такие игровые механики, во-первых, скажем так, вытачивались новые концепты, во-вторых, допустим, с криптокотятами она первая проложила, вообще создала стандарт NFT-токенов, давайте скажем так. Во-вторых, она проявила те проблемы сети Ethereum, которые были на тот момент. Ну, проблему масштабируемости, в частности. Это тот момент, когда стало ясно, что сети что-то нужно менять, и действительно есть проблема с масштабируемостью, потому что игра с котятами просто положила весь блокчейн на тот момент. И поэтому уже другие GameFi проекты современные зачастую запускаются на другом блокчейне. Да. На Binance Smart Chain, на Solana, там, где есть возможность хоть как-то уменьшить стоимость транзакций. На блокчейне Flow, типа NBA Top Shot. Да, сделать игру больше похожей на игру, чем на финансовые торги, где ты смотришь и такой, $90 за транзакцию. Нет, лучше я сегодня не буду вообще ничего делать и подожду до завтра, пока оно чуть-чуть подупадет. Ну да, тут как бы это тоже палка о двух концах. С одной стороны, создавая что-то на блокчейне Этериума, вы, конечно же, тогда подсоединены ко всей вот этой вот широкой экосистеме. И любой пользователь вообще эфира или тот человек, который держит либо эфир, либо какие-то токены на эфире, он потенциально ваш клиент. Это с одной стороны, но есть с другой стороны как бы транзакционные издержки и все те проблемы эфира, которые есть. Поэтому многие, да, задумываются идти на другие блокчейны, и, скажем так, их бизнес-модели зациклены сами на себе. Ну, то есть люди, вот, как, допустим, тот же пример с NBA Top Shot. Все живут просто внутри этой платформы. Да, это подкатом блокчейн Flow. Ну, многим на самом деле не важно, эфир это или блокчейн Flow, то есть они все равно все спекулируют в рамках этой платформы, да и все. Игрокам совершенно все равно, какая платформа там под интерфейсом, лишь бы это работало быстро и достаточно стабильно, и лишь бы у них было ощущение, что в любой момент они могут свои деньги оттуда вывести, даже если это по факту не так. Могут ли внутренние токены выйти за пределы своих платформ? Ну, мы уже ответили сегодня на этот вопрос. Да, они могут выйти, и, собственно, это благодаря той технологии, которая используется подкатом, и развитию тех технологий, которые используются подкатом. Ну, в частности, это там виртуальная машина Ethereum, на которой написаны смарт-контракты, на этих смарт-контрактах написаны либо NFT-проекты, либо GameFi проекты, в которых, опять-таки, используются там все эфировские стандарты NFT-токенов или RC-токенов. Да, в этом-то и прелесть развития GameFi, в том, что смерживается вот эта децентрализованная экономика и игровая экономика, и игровая экономика теперь может выходить за пределы самой себя и, соответственно, существовать вот в этой
DeFi вселенной, в этой DeFi орбите. То есть можно легко пойти и создать, допустим, liquidity pool на каком-нибудь DEX, и люди, которые захотят купить токен там, они просто пойдут и легко купят его на DEX, ну, либо вы просто будете зарабатывать на маркетмейкинге этого токена параллельно с тем, как люди еще будут играть, там, фармить его. Помимо той экономики, которая существует внутри самой игры, теперь есть еще и как бы экономика за пределами, вторичный рынок, который живет своей жизнью. Так и есть, даже добавить вроде бы нечего. Есть ли в этой сфере мошенники? Мошенники есть везде, где задействованы хоть какие-то деньги. Мошенники были, есть и будут, начиная, наверное, с угона аккаунтов Lineage, Warcraft, кражи предметов. Да. Это было еще до GameFi. Везде, где можно какую-то ценность утащить, а особенно в таких виртуальных мирах, где все фактически анонимны, это случалось, и это, к сожалению, будет случаться. Поэтому все те же правила безопасности, которые относятся к криптовалютам, нужно применять и в GameFi, если у вас какие-то достаточно весомые средства на счету, особенно если вы вдруг по каким-то причинам решили вложить туда все, что у вас есть, там, или, не знаю, взять половину вашей крипты и подумать, ох, сейчас, вот сейчас я накоплю котят, а потом они вырастут в цене в 20 раз, в 100 раз, и я их продам. Ну, здесь должны, наверное, действовать общие правила какой-то криптовалютной гигиены и безопасности. То есть, первое, вы должны наверняка желательно пользоваться холодными кошельками. Даже если вы пользуетесь Web3 кошельками типа MetaMask, желательно, чтобы вы все равно пользовались подкатом и подписывали это холодным кошельком. Trezor, Ledger, там, неважно. Соответственно, всегда, опять-таки, помните о том, что не все кошельки поддерживают NFT-стандарты. Вы можете отослать токен на кошелек, который не поддерживает NFT-стандарт, а потом долго и нудно пытаться этот токен оттуда достать. Вам повезет, если, собственно, те, кто поддерживает этот кошелек, пойдут вам навстречу и просто как-то вручную возьмут вам и отошлют этот токен. Это в лучшем случае. В худшем случае они скажут: давай, друг, отдыхай. Ну и, конечно же, все-таки привязывать там, я не знаю, использовать какую-то двухфакторную аутентификацию, помнить про социальную инженерию, не переходить на какие-то там стрёмные письма пустые, которые к вам приходят. Наверное, пойти, если у вас где-то привязана ваша там сим-карточка, пойти, наверное, привязать ее к своей личности по-хорошему. Да, конечно, это не анонимность, но с другой стороны, вы исключите вектор там атаки по сим-свапу, где это возможно, и так далее. То есть, как бы всегда помнить о том, что где, как сказал Эфирыч, что где есть ценность, там всегда будут мошенники, которые захотят завладеть вашими средствами. Да о чем говорить, даже в том же Стиме была огромная группировка хакеров, которая занималась угоном аккаунтов в мировом масштабе, и доход этой группировки исчислялся миллионами долларов, даже десятками миллионами долларов в год. О чем говорить? А здесь, собственно, сам Бог велел как бы с камером разойтись и попробовать угнать ваши токены, NFT-шки, аккаунты в играх и так далее и тому подобное. Еще из несказанного — это использовать хорошие пароли, использовать уникальные пароли и менеджер паролей, потому что, как обычно, мы входим в игру, просит залогиниться, мы вводим свой никнейм вместо пароля, там, не знаю, 8 восьмерок, погнали поскорее играть. И если мы играем, например, там, в какой-нибудь GTA, то, никаких проблем. Но когда мы используем такой же пароль, те же принципы в GameFi игре, то может оказаться, что сегодня на аккаунте лежит $500, а завтра утром вы просыпаетесь, заходите, а там уже ни аккаунта, ни денег, ничего. Влетели куда-то ваши токены в лучшие края. Так что менеджеры паролей, уникальные пароли для каждого сайта, и если у вас там, условно, больше $1000, то хардвер кошельки. Хардвер кошельки, да. Ну и вообще, в принципе, помнить о том, что один из основных векторов — это социальная инженерия. То есть не привлекать к себе внимание. Опять-таки, если у вас там есть какой-то твиттер-профайл, в котором вы там пишете или там являетесь активным членом комьюнити, чтобы нельзя было связать вашу виртуальную личность с вашей физической личностью, потому что если кто-то поймет, что у вас есть там деньги, есть что украсть, и он узнает хоть какую-то вашу персональную дату, вы можете попасть под прицел скамеров, и с помощью социальной инженерии у вас могут угнать. Неважно, там будет это ваши игровые токены, NFT, или это будет ваша криптовалюта или аккаунт на бирже. Поэтому здесь работают общие правила сетевой безопасности и гигиены. Какие самые популярные проекты? Ну, давайте, наверное, начнем
хронологически, да, то есть 2017 год — это NFT, это CryptoKitties, это CryptoPunky, это Decentraland. Дальше там уже пошли игры, скажем так, на стыке вот этого GameFi и метавселенных типа Aliens World. Эфирыч, может, ты что-то можешь добавить? Там. Ну, мы уже называли Axie Infinity. Это, кажется, номер 1. Игра, в которой на данный момент уже залучено что-то около $1 миллиарда просто на скрещивание виртуальных существ. Невероятная ситуация. Ну да, есть такие компании типа Immutable, которые пишут свой Layer 2 для Ethereum, для NFT, уже имеют свой marketplace, скажем так, marketplace-exchange. В каких-то играх они уже выступают как паблишер, в которых выступают как разработчик. Там, в частности, это Gods Unchained и Guild of Guardians. Ну, а если вам интересно прямо посмотреть на большой список игр, то можно зайти на gamefi.org, и там есть листинг, маркеткапы для каждой игры, картинки, скриншоты, информация, фильтры, то есть можно посмотреть всю статистику. Трекер, ресурс типа DeFi Prime для DeFi, только это для GameFi. gamefi.org. Заходи, дружище. Легко. По каким критериям выбирать игру? Ну, выбирать игру нужно так, чтобы она нравилась, чтобы получать от нее удовольствие в первую очередь. Потому что, побуду снобом, но если хочется зарабатывать, и причем зарабатывать, прилично, так, не знаю, чтобы себе бэху купить, там, например, лучше всадить эти сотни часов в получение какого-то навыка, который не исчезнет вместе с игрой, потому что, хоть и GameFi дает сейчас такую удивительную возможность, как это раньше было, 100 игроков в мире участвуют в чемпионатах и могут зарабатывать на этом деньги, а все остальные, просто смотрят играют на них, да. То сейчас тысячи, миллионы игроков, каждый может зарабатывать по копеечке. Это, конечно, не приз на чемпионате в 30 миллионов, но по чуть-чуть. Наверное, все еще стоит сказать, что все познается в сравнении, и все зависит от того, в каком месте в мире вы живете, потому что если вы живете в какой-то либо сложившейся уже, скажем так, экономике первого мира, либо если вы обладаете какой-то там профессией, специальностью, которая позволяет вам зарабатывать хорошие деньги, наверняка лучше вложиться в такую профессию, ремесло, которое позволит вам зарабатывать, скажем так, конкурентоспособную мировую зарплату. Если вам так уж нравится GameFi, просто играть по фану и что-то там еще подфармливать в свое свободное время. С другой стороны, есть экономики, в которых $500-1000 это как бы хорошие деньги, и это реально альтернатива тем работам, которые есть. Но, опять-таки, все познается в сравнении, ребят. Поэтому, если вы хотите зарабатывать, найдите себе хорошую специальность и станьте в чем-то профессионалом, а игры пусть будут как бы для фана. Но иногда это может быть вполне хорошим выходом из вашей ситуации. Либо, конечно же, если вы какой-то там, скажем, деньги вам это по приколу, вы можете, конечно, зарабатывать на этом, используя, придумывая какие-то сложно сочиненные механики, развивая там какие-то гильдии, еще что-то. Наверняка там есть и будут появляться новые способы достойного заработка. Но просто наше мнение такое, что игры пускай остаются играми. Опять же, экономики третьего мира. Если вы живете в какой-то стране, и у вас все равно есть интернет, есть компьютер, то в последние годы двери просто распахиваются с приходом эпидемии. Все больше компаний уходит на домашнюю работу, все больше компаний уже готовы принимать сотрудников, где бы они ни были по миру, и вы можете находиться в Индии, в Пакистане, где-нибудь в Африке, и все равно с помощью современных инструментов, зума, облачных приложений просто участвовать в работе любой крупнейшей международной компании. Но это не отменяет того, что, приходя после работы домой, вы можете запускать любимую игру, если она приносит вам удовольствие, и еще, не знаю, десяточек долларов за вечер заработать себе, чисто играя, подфармливая. Куда движется индустрия? Скажем так, индустрия сейчас, мне кажется, вот в этом стадии активного развития, и как раз вот технологии блокчейна и криптовалют дошли до того, что все это стало возможным, появились смарт-контракты, появилась возможность токенизировать как и внутриигровые валюты, так и внутриигровые айтемы, появились децентрализованные анонимные организации DAO, которые управляют проектами и протоколами. И, собственно, я думаю, сейчас будет как раз вот развитие и слияние всего этого, децентрализованных финансов, игровой индустрии и, собственно, DAO, комьюнити, которое управляет этим проектом и принимает в нем участие. Тут для governance вполне
себе есть такой как бы большой задел для управления протоколом и развития этого в том направлении, в котором комьюнити видит, хочет. Про DAO хочется сказать, что раньше в играх такой возможности фактически не существовало. Ты играешь, ты можешь влиять на мир игры только вот через этот небольшой интерфейс, который дан, и фактически никаких изменений в мире сделать не можешь. Ну, либо, как это было в World of Warcraft, ты мог пойти и начать плакать просто на форуме модератором, там, негодовать и так далее. Но, опять-таки, твою тему могли потереть. И вообще, ну, никакого, скажем так, влияния на игру, на разработчиков, на протокол ты не имел. Но теперь с приходом governance, есть же governance токены, и каждый имеет право голоса, и каждый может влиять, собственно, на то, что происходит. Можно менять правила игры, если в своих руках сосредоточить достаточное количество governance токенов этой игры. Можно влиять на нее очень-очень сильно, прямо выбирать в некоторых проектах, куда будет вестись разработка, в каком направлении, решить и проголосовать своими токенами, что, окей, теперь вот здесь вот будет остров, и он будет называться так, и вот это предложение, и я за него голосую. И другие игроки могут это поддержать, и разработчики уже никуда не денутся, потому что вот есть DAO, вот большинство высказало, как на выборах, только на настоящих выборах, свое мнение, и вот оно зафиксировано. Поэтому мы сейчас находимся вот в тот идеальный момент, когда это только стартует, и мы только видим, как вот эти новые концепты начинают рождаться и формироваться. Мы видим еще больше развития, еще больше потенциала, потому что технологии, которые под этим всем лежат, они действительно позволяют создавать новые концепты. И мне кажется, людям очень просто объединяться вокруг такой вещи, как игра. То есть по фану же легко объединяться, и из этого сформируется... Ну, представьте, как бы, это игра, в которой можно фармить, зарабатывать, и еще управление этой игрой принадлежит комьюнити. Ну, это же действительно очень круто. То есть это такая штука, которая отдает людям власть обратно в их руки, дает возможность зарабатывать на том, что им нравится. Перспективы мы видим огромные в этом, и будет происходить еще большее слияние, соответственно, и DeFi, и игровой индустрии. Я считаю, что, в принципе, DeFi — это то, во что сейчас развивается крипта. Еще одна из перспектив — это сделать людей счастливее, потому что многие игры делают то, что люди не могут получить в своей обычной жизни, которую они ведут на работе. Они дают им глубокое чувство удовлетворения. Сами игры спроектированы, чтобы запускать вот этот вот цикл раз за разом и давать пользователю ощущение, что он чего-то добился, получил от этого удовольствие, а здесь он еще и получает за это деньги. Кажется, твоя очередь. Слышали ли вы о скам-криптовалюте Squid, посвященной игре в кальмара, и сколько монет вы успели приобрести себе? Дурных нема. 0. Вот. Ну, конечно, слышали. Я считаю, что здесь это тоже очень некрасивая история, потому что про это написало достаточно много криптовалютных медиа, и я видел там много постов про это в всяких наших СНГшных ресурсах. Но, блин, никто не удосужился зайти, почитать смарт-контракт и вообще увидеть, что там можно эти токены покупать, но нельзя продавать. Все про это написали, люди пошли, кто-то особо умный купил это, скажем так, или особо доверчивый, давайте скажем так. Вот. А потом вдруг оказалось, что ой-ой-ой, а их нельзя продавать, поэтому где же вы были раньше? Всегда имейте свою голову на плечах, делайте свой ресерч, учитесь читать и понимать смарт-контракты хотя бы на каком-то базовом уровне. И всегда есть же замечательная возможность зайти, посмотреть код смарт-контракта и ни от кого не зависеть в этом плане. Поэтому учитесь, раздупляйтесь, учитесь читать смарт-контракты, делайте свой ресерч и будьте скептиком. Изначально не доверяйте ничему, а особенно в этой индустрии. Даже без чтения смарт-контрактов это все-таки требует глубокой специализированной экспертизы, но посмотреть на токен, подумать, задать себе лишь один вопрос. Какая ценность в нем? Можно ли его где-то потом использовать? Участвует ли он в механиках игры? Участвует ли он в каком-то governance этой игры? Что произойдет после того, как вы вложили деньги, взяли эти токены, получили в руки, и вот что должно с ними случиться? Если единственный ответ, ну, эти токены можно хранить, и, ну, потом что-то кто-то придумает, наверное, то, скорее всего, это будет как с кучей ICO в 2017-2018, просто выброшены на ветер деньги.
Ну да, и мы рекомендуем присмотреться к проектам, которые заходят, соответственно, экосистемами, которые пилят сразу же свои какие-то технологические решения для скейлинга, допустим, на эфире, и которые сразу же создают какую-то экосистему. В общем, присматривайтесь, потому что все равно есть уже достаточное количество компаний и проектов, которые пилят не одну отдельную игру, а которые пилят уже целую экосистему. Соответственно, просто, опять-таки, делайте свой ресерч, изучайте, и здесь нужно рисковать, как бы без риска никогда не бывает заработка. И это была наша новая непостоянная рубрика «Крипта не для чайников». С вами был я, Смарт Контрактыч, и Я Эфирыч. ставьте лайки, колокольчик, подписывайтесь. И ждем вас в новых выпусках. До скорых встреч.